Будучи фанатом Half-Life, той серии, в которой не было новых игр на протяжении 12 лет, думаю, вы понимаете, как я загорелся тогда новой игрой и не только ей. В целом, VR мне тоже ни с того ни с сего стал интересен. По сути, это и была задача Half-Life Alyx, чтобы заинтересовать массовое общество в виртуальной реальности. Ох уж эти хитрые сотрудники Volvo поймали так и меня в свою ловушку Габена. Как же я вас люблю. Оказывается, не только меня. Начиная со дня анонса и под конец декабря, в течение этого времени мы собирали наш шлем виртуальной реальности от Valve, который Index. И несмотря на то, что нужную сумму мы собрали достаточно быстро, 80 тысяч рублей за месяц? Вау! Да вы красавцы, пацаны! Просто лучше. Даже несмотря на сверхвысокую скорость сбора средств на шлем, мы были не одни. Параллельно с этим во всем мире его скупали как колбасу в СССР. И чем мы ближе были к цели, тем меньше их оставалось на складах. И... сука! Ваша ж мать! Мы не успели буквально на пару дней! Под конец года произошел массовый дефицит Valve Index и почти всех остальных. Ситуация была настолько запущена, а спрос настолько велик, что его нельзя было даже предзаказать. Все, что мне оставалось сделать, это ждать. И я ждал. Прошли новогодние праздники. И ничего. Затем прошел январь. И опять ничего. Прошел февраль. Все еще ничего. После появились новость про Алекс, дата выхода, скриншотами и намеками на возвращение индексов в продажу. И знаете, что было после? Верно! Ничего! В один момент я просто перестал ждать и сказал себе: ладно, к черту. Идите нахер. Я был готов к этому и заранее дособрал 20 тысяч на запасной шлем, если будет необходимость. Как оказалось, не зря. Мой план был в том, чтобы взять самый дешевый подходящий шлем, который только есть. Например, долгое время мой глаз лежал в сторону Dell Visor. Только к тому времени их уже распродали. В моей стране не осталось бюджетных версий VR. Был вечно только никому не нужный HTC Vive Pro, на который я даже не смотрел. А также Oculus, один из которых я и взял. А сейчас вы наблюдаете мою оперативную съемку поездки, которая датируется 25 февраля 2020 года. Что можно заметить по потрясающим погодным условиям. Дождь, слякоть, серость. Все как я люблю. Жители Риги узнают эти прекрасные живописные места, но в общем-то да. Мы отправились в центр города, чтобы забрать наш с вами товар. Погодка была что надо, ветер дул только так. Мой выбор пал на Oculus Rift S, на который я от себя сверху докинул денег, и он обошелся мне в 550 евро. Сходили, взяли и... ура! У меня теперь есть VR! Уху! На этой фотографии я держу шлем и говорю с нетерпением его уже опробовать. Поэтому давайте не будем тянуть и топехнемся домой. Несмотря на то, что основным предметом обзора данного видео является не Rift S, все же не упущу возможность сделать краткий анбоксинг. Вот так вот, у нас стильная квадратная коробка, но на самом деле нет. Коробка у нас внутри, а это была ее оболочка. Открываем ее. Опа. Что мы видим? Ну, сперва стоит сказать, что я поражаюсь ее компактности. Позже сами поймете почему. Естественно, сам шлем, который гораздо легче, чем оказалось по картинкам. На его лицевой части нанесена гравировка Oculus. Красиво, модно, молодежно. Однако сбоку мы видим логотип Lenovo, и все становится уже не так радужно. Еще у нас тут есть контроллеры. Мелкие по размеру, но мне как раз самое то. Хорошо лежат в руке, кнопок немного, но все необходимые на месте. По мелочам остался такой пакет, в котором находится никому не нужная инструкция, ну только если погреться у костра. Переходник с дисплей-порта на его младшую версию, вдруг у вас ноут. А также камень преткновения, батарейки для контроллеров. Хотя стоит сказать, что держат они заряд внушительно. Собственно, следующим образом выглядит весь набор, который шел в комплекте. Скромновато, но богато. На самом деле, лишь спустя 2 недели я понял, что эта покупка себя оправдала. Потому что только 9 марта Valve проснулись и выкатили ограниченный предзаказ на свой чертов индекс, который еще нельзя было оплатить из-за нарастающего спроса и голодных людей, которые месяцами ждали своей очереди. Но ничего, еще подождут. Я зарезервировал свое место в ожидании того, что у меня появится шанс получить индекс до релиза игры. К сожалению, из-за стрима я сделал это всего лишь спустя каких-то там 15 минут после открытия предзаказов, и все мои надежды моментально разбились об реальность. Вы издеваетесь? 7 гребаных недель? Да-да, не удивляйтесь. Наверное, другие бы отменили свой заказ, так как смысла особого уже нет, а деньги не маленькие, но я решил идти до конца. Все ради вас. Теперь настало время поделиться опытом. Пока я ждал свою очередь, чтобы заказать и оплатить Valve Index, я так вдоволь наигрался в VR с помощью Rift S, заценил главные хиты, вышедшие под виртуальную реальность. А теперь, следующие слова многие могут воспринять как рекламу. Нет. По жизни я оптимистичный скептик в квадрате. И не ожидал какого-то разрыва воображения от игры VR, но... Как только я надел его на себя, я выпал в астрал. Другими словами, это не описать. Находясь в виртуальном мире, у меня началось какое-то странное, повышенное эмоциональное состояние. Вещи, на которые всегда было плевать или не обращал должного внимания, здесь же ощущаются совершенно иначе. Тупо насыщеннее. Так же, как и время. Обычно как бывает? Сидишь за компом, играешь в игры или деградируешь в интернете, потом смотришь на время и хоп! А уже добрейший вечерочек. Что меня удивило, но в VR все наоборот. Недаром говорят, что первый личный опыт самый лучший. Но тут я не согласен. Чем дольше я играл в VR, тем сильнее был погружен в него. В один момент я поймался на мысли, оно как настоящее, только не настоящее. Поначалу эффект от шлема, или очков, назвать как хотите, частично транспортировался в реальный мир, когда картинка монитора мне казалась
объемный. На этом все не закончилось. Не буду скидывать все на VR, но, однако, после его приобретения мне стали сниться странные сны, так или иначе связанные с ним, которые при этом въелись в память, такие яркие. Короче, это не объяснить словами. Только не смейте писать в комментариях про то, что я шизик. С ума схожу, ага. Я это и сам знаю. Огорчение наступает спустя неделю, а то и 2. Когда погружение идет на спад, а все постэффекты, включая тошноту, ну вот это, наверное, в плюс, уходит на нет. Ты все еще внутри, но не так, как раньше. Опачки, не прошло и месяца, как ко мне на почту врывается Steam, требующий подтвердить свой заказ в течение недели. Ну а я, недолго подумав, так и сделал. Спустя неделю они отправили мне свой товар за баснословные деньги, преодолев не самый короткий путь из Нидерландов, через Германию, Польшу, Литву и, наконец, в Латвию. Посыл очка пришла спустя неделю, 6 мая. Могли бы и быстрее, если бы не майские праздники, впрочем, неважно. Давайте посчитаем, сколько времени у нас заняло ожидание. Если за отправную точку брать 9 марта, а конечную считать 6 мая, тогда это получается 68 дней, или 1632 часа, или же 97 920 минут. Охереть! Неважно, главное, что прибыло. Сбоку коробки даже есть пасхалочки в виде иконок в качестве предупредительных эмблем. Например, Куб Компаньон. Неотложно хочется провести сравнение коробок с той, что была у Oculus Rift S. Разница не то чтобы внушительна, она огромна. А пока вы наблюдаете распаковочку Valve Index, я хотел бы отдельно поблагодарить тех, благодаря кому он и появился. Личное спасибо Витпол, Ловик, Чебурат, Рейвкот, Ладины, Wasted Kun, Тазик 29, Аноним и Рыбья Голова за наибольший вклад. Вы просто топ. И я искренне рад, что вы тогда были со мной. Вот. Пришло время открыть себе коробку и оу май гад, сколько тут всего. Вот честно, столько барахла, что мне настолько лень монтировать, а вам уж тем более смотреть, поэтому прям кратко до нельзя. Не считая инструкции на множестве языков, естественно без русского. Да фига проводов, крепления, а также приятное дополнение в виде тряпочки для протирания линз, правда, которой я до сих пор не пользовался. Из основного идут базовые станции второго поколения, типа лучше слежка, больше угол обзора, чуть позже я еще вставлю несколько слов о них. Легендарные контроллеры кастета, еще их называют Knuckles контроллерами. Особенность которых в том, что они надеваются на руку, при этом можно спокойно работать пальцами. В то же время, благодаря сенсорам на панели сзади, каждый из них отслеживается по отдельности. И она также измеряет силу нажатия. Как же это круто! Ну и кроме этого у них также присутствует знаменитая тяга к поломкам. Но это уж точно, без преувеличений, quality контент. Поняли шутку, да? Нет? И сам шлем с его замечательной чертовой зеркальной вставкой, блять. Так или иначе, если убрать всю лишнюю фигню, останется лишь это. В совокупности стоящая более 1000 вечно зеленых евро. Что ж, думаю, многим из вас будет интересно посмотреть сравнение Valve Index с Oculus Rift S, весь набор которого стоит на минуточку в 2 раза дешевле. Самый лучший способ разобраться в преимуществах и недостатках лишь тогда, когда сталкиваешь две схожие вещи лоб в лоб. Индекс лучше во всем своего младшего друга ровно в 1,5 раза. Кроме комфорта. Он в разы лучше. Впрочем, да, у индекса цвета и четкость получше, угол обзора шире, встроенный звук мощный, это все понятно. Но по отдельности эти улучшения явно не стоят косарь. А вот удобство, это реально кайф. Вспоминаю, когда я записывал свое прохождение Half-Life Alyx на Oculus, это был такой геморрой, что я манал. В случае с индексом, даже несмотря на то, что он весит больше, но из-за распределения веса он сидит лучше. Его не нужно вечно подправлять после того, как ты его снимешь. У него уже есть качественный встроенный звук, который к тому же не касается ушей, и больше не нужно надевать дополнительно сверху наушники и микрофон, так как встроенный микрофон. Прямо сейчас я говорю в микрофон, который находится в потрясающем устройстве Valve Index, и мне кажется, его нельзя писать никакими другими словами, кроме как улет. В итоге можно делать контент и стримить куда дольше и лучше, так как вы будете видеть больше, слышать лучше, а у меня под ногами не будет путаться кучка проводов. Следовательно, я хочу закончить то, что я начал, и допройти Half-Life Alyx на стриме, который пройдет на втором канале Alan 2 в ближайшее время. И чтобы не проглядеть это событие, подпишитесь на него, включите уведомления и регулярно посещайте другие трансляции. И если я замечу ваше рвение и пойму, что до сих пор многие ждут именно мое прохождение, то оно не заставит себя ждать. Хотя... самое время рассказать, что я завел себе Patreon. Специально для тех, кто хотел бы меня поддержать отдельно. И первой целью станет вентилятор. Необходимая вещь сей час, без которой стримить, тем более VR, очень... душно. Поэтому, кто хочет и может меня поддержать, ссылка на Patreon и второй канал в описании. Спасибо! Спасибо!